Всем привет! Сегодня готовим совершенно потрясающую закуску к новогоднему столу. Быстрые маринованные шампиньоны в остром медовом маринаде. И делайте их сразу побольше, так как эти грибочки разлетаются в один миг. Закуску можно приготовить за пару дней до подачи на стол, что очень важно в предпраздничной суете. Посмотрите, какие грибочки получаются чудесные, такие остренькие, пикантные. И посмотрите внутри, какие они беленькие, очень красивые. Уверена, такую закуску никто не пропустит мимо. На моем канале около 1000 рецептов вкусных блюд. Чтобы легко найти нужный вам рецепт, просто напишите в поиске YouTube такую комбинацию: блюдо Easy Cook и название блюда, или любое слово по теме рецепта. Для того, чтобы приготовить эти замечательные маринованные грибы, мне понадобится в первую очередь грибы-шампиньоны. Я выбирала вот такие небольшие шампиньоны, тогда они будут смотреться очень красиво и будут очень вкусными. У меня здесь 600 граммов грибов. Сразу говорю, эту закуску надо делать побольше, потому что она невероятно вкусная. Также мне понадобится перец чили. Я, конечно, всегда добавляю перец чили, потому что мы любим достаточно острое. И эта закуска получается с перцем такой пикантной, остренькой, замечательной. Чеснок, примерно 3 зубчика. Также у меня здесь свежие веточки тимьяна. Можно заменить, конечно, сушеным тимьяном или взять прованские травы, смесь. Примерно 1 чайную ложку. Также у меня здесь стручки сухого перца чили. Они тоже дадут свой аромат. Примерно 3 штучки. Главное, выбирайте целенькие стручки, чтобы они не дали сильной остроты. Также у меня здесь 30 граммов меда. Мед можно брать любой, какой у вас есть. Также соль, черный перец по вкусу. У меня здесь рисовый уксус. Понадобится примерно 5 столовых ложек. Можно заменить яблочным уксусом. Оливковое масло. Можно использовать любое растительное масло. Мне понадобится примерно 50 граммов маринад и примерно 30 граммов для обжарки грибов. И, конечно, зелень. Здесь у меня петрушка и также еще несколько зубчиков чеснока. И зелень, и чеснок будем добавлять, когда грибы уже будут готовы. В первую очередь я приготовлю маринад. Режу перец чили. Перец чили я буду резать мелко. Конечно, перец чили корректируйте по своему вкусу. Кто-то любит более острое, кто-то менее острое, но обязательно добавьте хотя бы немного перца. Если хотите, чтобы перец был не такой острый, удаляйте из него семена. Перец чили я сразу же отправляю в кастрюльку, в которой я буду готовить маринад, и здесь же я буду мариновать грибы. Эта кастрюлька у меня очень удобная, с крышкой. Сейчас я измельчаю чеснок. Чеснок отправляю в кастрюльку. Теперь добавляю сюда веточки тимьяна, сушеный перец чили. Добавляю примерно 5 столовых ложек масла, 5 столовых ложек рисового уксуса. У меня вот такой японский рисовый уксус, очень такой ароматный. Добавляю мед. Соль. У меня здесь примерно 1 чайная ложка соли. Конечно, соль корректируйте по вкусу. И черный перец. Также по вкусу. Хорошо перемешиваю. И теперь маринад надо довести до кипения. Обязательно маринад попробуйте на вкус. Я попробовала, мне не хватает немного соли. Я добавляю еще 1 чайную ложку соли. Так что вы тоже корректируйте по своему вкусу. Маринад у меня закипел. Я его выключаю и закрываю крышкой и снимаю с плиты. Сейчас я включила разогреваться сковородку. Наливаю немного растительного масла. Когда сковородка разогрелась, на нее отправляем грибы. И причем, посмотрите, вот грибочки у меня все вот такие маленькие, но есть и те, которые чуть более крупные. Их я разрезала пополам. Отправляю грибы на сковородку.
Жарим грибы на большом огне. Все время помешиваем. Обжариваем таким образом грибы примерно 10 минут. Вообще шампиньоны – это уникальные грибы, которые можно есть даже сырыми. Поэтому слишком долгая термическая обработка им не нужна. Итак, посмотрите, грибы я обжарила. Они, конечно, немного уменьшились в объеме и стали такие красивые, поджаристые, ароматные. Как видите, выделилось немного грибного сока. И сейчас горячие грибы я отправляю в маринад. Вот этот сок, который образовался, не надо выливать в маринад. И хорошо все перемешиваю. Ох, как это пахнет! Просто великолепно. И посмотрите, грибочки получились какие красивые. Сейчас крышку закрываем. Оставляем грибы до полного остывания. И они готовы. И, кстати, если эти грибы постоят сутки или двое, они будут еще вкуснее. Сейчас для моей закуски я порежу чеснок и зелень. Готовые грибочки перекладываем на тарелку. Посмотрите, какие они красивые, ароматные и готовятся так быстро и просто. И, кстати, на моем канале есть еще один просто великолепный рецепт маринованных грибов. Я обязательно оставлю ссылку под видео в описании. Зайдите и посмотрите, какой рецепт вам больше нравится. Пишите комментарии. И, конечно, сверху грибочки посыпаем зеленью с чесноком. Я очень люблю маринованные шампиньоны. И сейчас попробую. Грибочки получились просто отпад. Я, наверное, сама могла бы съесть всю эту тарелку. Ее надо будет ставить от себя подальше, чтобы самой все не съесть. Очень вкусный маринад. Грибочки сами получились такие хрустящие. Я всем рекомендую, не пережаривайте грибочки на сковородке, чтобы они именно оставались хрустящими. Закуска великолепная. Я всем рекомендую ее приготовить к праздникам. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук. Позитивная кухня. Всем пока!